Семейная пара Сара и Джордж долго мечтали о детях, и это желание было для них очень важным. Однако, несмотря на все их усилия и старания, они не могли завести своего малыша. Каждое утро начиналось с надежд и ожиданий, когда они думали о том, что вот-вот их мечта может осуществиться. Но с течением времени эти надежды, к сожалению, превращались в разочарование и горечь. Они обращались к врачам, проходили различные обследования и пробовали разные методы лечения, но ничего не приносило желаемого результата. 7 лет попыток оставили в их сердцах глубокую печаль и чувство безысходности, которое становилось все более тяжелым с каждым годом. Окруженные друзьями и родственниками, у которых были дети, они часто чувствовали себя изолированными и отвергнутыми, что усугубляло их страдания и заставляло задаваться вопросом о том, почему им не везет. В какой-то момент, после долгих раздумий и разговоров, Сара и Джордж решили, что не могут больше ждать. Их любовь и желание стать родителями были слишком сильными, чтобы оставаться в состоянии ожидания. Они начали рассматривать возможность усыновления, надеясь, что смогут подарить свою любовь и заботу ребенку, который в этом нуждается. Так начался их путь к детскому дому, где они надеялись найти своего малыша и создать семью, о которой так долго мечтали. Однажды, посетив детский дом, они сразу обратили внимание на чернокожего мальчика, которому было всего годик. Его большие любопытные глаза и озорная улыбка мгновенно покорили сердца Сары и Джорджа. Они поняли, что это именно тот ребенок, которого они искали. Вскоре, после всех необходимых процедур, они стали официальными опекунами мальчика по имени Майк. Майк рос веселым и любознательным мальчиком, наполняя дом радостью и смехом, которые звучали в каждом уголке. Каждый день приносил новые открытия и удивительные моменты. Он учился говорить, произнося свои первые слова, делать первые шаги, уверенно опираясь на свои ножки, и исследовать мир вокруг себя с неподдельным интересом. Сара и Джордж были счастливы, наблюдая, как их сын растет и развивается, и это наполняло их сердца гордостью и радостью. Каждый новый этап в жизни Майка становился для них важным событием, и они с нетерпением ждали, что же он узнает и достигнет в следующий раз. Их дом стал настоящим местом счастья и любви, где каждый день был полон новых впечатлений и эмоций. Но когда Майку исполнилось 5 лет, семья столкнулась с неожиданной и душераздирающей новостью, которая перевернула их жизнь. Сара узнала, что она беременна. Эта новость стала для них настоящим чудом, которое они так долго ждали и о котором мечтали. Джордж и Сара были на 7-м небе от счастья, их сердца наполнились радостью и волнением. Они не могли поверить, что наконец смогут стать родителями биологического ребенка, и это ощущение казалось им невероятным. Мысли о будущем заполнили их умы, и они начали мечтать о том, как будут воспитывать своего малыша, как будут делиться с ним любовью и заботой. Эта новость стала для них символом надежды и новой жизни, и они с нетерпением ждали, когда смогут встретить своего нового члена семьи. Сара была уверена, что это было вознаграждение от Бога за их решение усыновить Майка. Она чувствовала, что их любовь и забота о мальчике открыли двери для новых благословений. Каждый день она с нетерпением ждала возможности поделиться этой радостью с Майком, объясняя ему, что вскоре у него будет брат или сестра. Когда пришло время, Сара родила здоровую девочку, и семья стала еще более счастливой. Майк с радостью принял свою новую роль старшего брата, обожая свою сестричку и с интересом наблюдая за ее первыми шагами и словами. Сара и Джордж поняли, что их семья стала полнее не только благодаря биологическому ребенку, но и благодаря тому, что они открыли свои сердца для Майка. Их дом наполнился смехом, любовью и счастьем, и они были благодарны за каждое мгновение, проведенное вместе. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.